Привет! Ну что, название превью заинтересовали, да? Да нет, я на видео чисто из жалости тыкнул. Ну... И все же вы его открыли, а значит сейчас я вам поведаю очень увлекательную историю о том, как я компаратор на транзисторах делал и я страдал. Но перед началом хочу попросить, чтобы вы там на мой ТГ подписались и все такое, мне было бы приятно, да, вот как бы, ну... Там в описании ссылка, да? Ну, подпишитесь, пожалуйста. Начнем с того, а зачем я вообще решил делать компаратор на транзисторах? А почему не сумматор? А почему не что-то интереснее? Ну, изначально я хотел сделать полноценный 4-битный калькулятор на транзисторах. Сумасшедший. Но тут в школе объявили, что для выпуска из школы мне надо будет сдавать итоговый проект. И я понял, что тут я покажу свою задумку. Однако делать полноценный калькулятор слишком долго, сложно, и как бы у меня времени-то чуть больше полугода. Поэтому я решил делать обычный сумматор. Из-за своей прокрастинации я сделал схему сумматора и собрал ее на макетке только через пару месяцев и увидел, что оно не работает. Разбираться с этим времени почти не оставалось, поэтому я решил сделать что-то полегче. Отсюда и появился компаратор. Я собрал однобитный компаратор на макетке, и он заработал. И тут я решил бросить работу над проектом на несколько месяцев, из-за чего чуть ли не провалил проект, так как у меня сроки прям дико поджимали. Но об этом чуть позже. Давайте лучше разберемся, что вообще такое компаратор. Скорее всего, многие из вас слышали слово компаратор только в Майнкрафте. Как, в принципе, и я до определенного момента. Потом из-за проекта я это все начал изучать глубже и узнал то, что компаратор это просто устройство, которое сравнивает. И все. Итак, существует несколько видов компараторов. Самый часто используемый это электрический компаратор, который сравнивает напряжение. Если напряжение на одном входе больше, чем на другом, у нас на выходе будет 1. Если меньше, то 0. Есть также аналоговый компаратор, который сравнивает аналоговые сигналы. Есть цифровой компаратор, который сравнивает числа. Куча всяких компараторов есть. И даже if a больше b в питоне. Фу, блин. Это тоже компаратор. If else, if else, if else. А давайте я вас прям в базу погружу и расскажу о логических элементах. Всего есть 3 основных логических элемента. NOT, AND и OR. NOT, или же не, или же инвертор, как его там еще называют, инвертирует сигнал. Если на входе 0, на выходе 1. Если на входе 1, на выходе 0. AND выдает единицу только если в обоих входах у нас единица. Короче, и там должна быть единица, тогда и на выходе будет единица. Его еще называют логическим умножением, да. OR выдает единицу, если хотя бы один из входов равен единице. И вот уже из них можно делать уже более сложные логические элементы, такие как XOR, XNOR, NAND и тому подобные. Если кому интересно, логическая схема компаратора выглядит вот так. Логическая схема 4-битного компаратора выглядит вот так. И отсюда мы переходим уже к другому разделу, другой главе, другому эпизоду. Как это назвать? Где-то примерно за 3 недели до сдачи проекта я вспомнил, что мне как бы нужно его сдавать. А у меня буквально ничего не готово, потому что я когда-то давно сделал схему однобитного компаратора, увидел, что она работает, и забил. В панике быстро делаю схему 4-битного компаратора в EasyIDEA. Из этой схемы делаю печатную плату, смотрю, где можно заказать печатную плату. Везде сроки минимум 30 дней. До сдачи проекта 2 недели. У меня вообще ничего не готово. В итоге нашел какой-то сайт Резонит, которые пообещали сделать плату за 10 дней. И, кстати, не обманули. Заказываю, значит, плату. Сколько? 5000. Какие 5000? Но надо еще компоненты заказать. Еще 1000 рублей. Пусть только попробует не заработать. Пусть только попробуй. Погадайте, что оно не заработало. Нет, вы не поймите неправильно. Я как только забрал плату, я сразу начал ее распаивать. Если что, на тот момент у меня оставалось дней 5 примерно до сдачи проекта. У меня в конце этого процесса дико болели глаза. Я дико кашлял из-за флюса. Я сделал себе несколько ожогов, пока держал транзисторы или просто проверял пайку и случайно задевал паяльником палец. Да и в целом у меня спина устала, все устало. Я устал паять. Подключаю туда аккумулятор, и оно не работает. Мне было очень грустно. Мне было очень плохо на тот момент. В общем, где-то примерно час еще я посидел с мультиметром, попытался понять, что не так. По итогу ничего не получилось. Я бросил это дело и лег спать. Это у нас печатная плата. Только почему-то не работает. Что почему-то горит? Это должен был быть компаратор на транзисторах. Но какого-то хрена оно не работает! Кто бы мог подумать, что оказывается затворы транзисторов надо подключать к земле?
Так я подключил. Ну да, первый бит она сравнивает прекрасно, я не спорю. Но на втором бите все сыпется! Почему ты не работаешь? 9 часов пайки. Ночью сидел, тыкал мультиметром, проверял, почему ты не работаешь. И все для того, чтобы узнать, что оказывается, я неправильно развел эту плату. А эти смотрят. Как красиво оно выглядит. Как красиво оно выглядит. Только посмотрите, тут и припой, и флюс, и резисторы. Ух ты, сколько у нас тут светодиодов! Да я могу прям пельмени из них приготовить. В общем, на следующий день после школы я долго-долго сидел с мультиметром и пытался понять, что же не так. И по итогу понял то, что падение напряжения на транзисторах и диодах слишком большое. Из-за чего светодиод просто не зажигается. Он получает 1,5 вольта, а чтобы зажечься, ему нужно примерно 3. А как тогда работают процессоры, в которых гораздо больше транзисторов? Все дело в том, что я просто неправильно сделал схему. Я сделал схему так, что у меня транзисторы пропускают весь ток через себя. Но в идеале они должны работать в режиме ключа. Сейчас я покажу примерно. Понятное дело, во всех этих процессорах это немножко по-другому работает. Но чтобы было понятно, я покажу так. Итак, посмотрим, как я сделал элемент И. Я его сделал вот так. Электрический ток проходит через оба транзистора, немножко теряет напряжение. И вот на выходе мы имеем уже не 5 вольт, а условные 4,5 или даже 4. А учитывая то, что таких транзисторов там много, понятное дело, что у нас на выходе 1,5 вольта или даже меньше. А вот так должен выглядеть элемент И. Вы можете сказать, откуда тут появился еще один транзистор? Все дело в том, что тут у нас либо 5 вольт, либо 0 вольт, но при этом схема инвертирована. То есть, если у нас и там будет 1, то на выходе будет 0. В противном случае будет 1. Поэтому мы поставили еще один транзистор, который работает как инвертор, чтобы получить по итогу правильный и нужный нам сигнал. Ладно, это-то понятно теперь уже. Но только мне до сдачи проекта 4 дня. Что мне делать-то? Я не успею заказать новую плату с новой схемой. Колхозить. Вспомнив то, что если два источника питания подключить параллельно, то их вольтаж увеличится. Мне в голову пришла гениальная идея. Подключить к выходам на светодиод параллельно мизинчиковую батарейку. И по итогу у нас из 1,5 вольт получается 3 вольта. Император. Как прикольно это выглядит, блин. И вы посмотрите, что я придумал. Я всего лишь взял батарейку и подключил последовательно ее к светодиодам. Так она вроде как работает, но тут как бы проблема кое-какая. Сейчас должен гореть синий светодиод. Какого хрена это не горит? Ой, разгораемся, да, медленно разгораемся. Я даже конденсатор поставил. Да все равно не... Давай, зайка, у тебя почти получилось. Ой, молодец. Вы смотрите, снова разгораться начал. Посмотрите, какой хорошенький. Да, появилась другая проблема. Если красный светодиод работал как надо, то синий, вместо того, чтобы нормально загораться, разгорался медленно, постепенно. Ну почему? Тут причину я так и не смог выявить. Я просто поставил еще одну батарейку. Точнее, я сделал одну батарейку на синий светодиод и одну на красный. Возможно, проблема в том, что я изначально взял разряженную батарейку. К ней одновременно были подключены и синий, и красный, из-за чего они не могли разобраться, честно, не знаю. Мне тогда просто не оставалось времени с этим разбираться. Поэтому я просто сделал две батарейки, и каждая из них подключена к своему светодиоду. Правда, это выглядит, Все выглядит как говно. И ведь оно работает, посмотрите, оно работает. Вот это что такое? Я думаю, у меня красиво получится. Что за 2 ракеты? Что это такое? Кнопочки. Но самое главное то, что я успел до сдачи проекта. Я успешно сдал проект, поздравьте меня. Вы на фоне видите, как работает этот компаратор. Тумблеры включаю-выключаю. Проект, если честно, оказался достаточно интересным в том плане, что и я понял, как работать с транзисторами. И я прошел через все круги ада для того, чтобы заставить эту штуку работать. И я понял то, что мне, наверное, больше печатной платы лучше не заказывать без перепроверок. Нет, я просто забил, потому что у меня времени не было. Еще один урок жизненный. Не страдать прокрастинацией. Но я его не усвою все равно. Давайте какую-то мораль крутую сейчас придумаю. Привет, чат КПТ. Придумай мне какую-нибудь философскую фразу,
для того, чтобы закончить видео. В какой-то момент все перестает быть просто схемой и становится разговором между тобой и реальностью. Компаратор лишь сравнивает сигналы, но по пути ты начинаешь сравнивать уже совсем другие вещи. Компаратор ищет разницу между напряжением, а ты разницу между не получается и почти понял. Где-то между ними рождается результат. Не знаю, зачем я его сделал, но... по-моему, он займет отличное место на моей полке бесполезных самоделок. А еще полки с квасом. Много кваса. Я люблю квас. Всем большое спасибо за просмотр этого видеоролика. Мне очень приятно, что вы досмотрели до этого момента. Ну, можете там лайк поставить, подписаться. Можете даже комментарий оставить, блин. Немножко моих мыслей сейчас будет еще. Может быть, если я переделаю схему так, чтобы она работала нормально, без всяких этих батареек, закажу 5 плат, распаяю их и сделаю розыгрыш на них. Было прикольно. Я пока ничего не обещаю, это так, чисто в идее. Но вы все равно можете подписаться на мой телеграм, да, вот мало ли там будет розыгрыш, да. Буду рад, если подпишитесь на телеграм. Но на мой YouTube канал тоже можно было бы подписаться. Я тоже был бы рад очень сильно. А ведь начиналось все с того, что я просто калькулятор в Майнкрафте сделал. Потом увидел видео Виктозавра о том, что он сделал сумматор на транзисторах. И я понял, блин, а если я сам такую же тему сделаю? Калькулятор на транзисторах. И забил вообще на эту всю идею, да-да-да. Сделал компаратор на транзисторах.